Всем привет, с вами я, АННА, и это Гомель за один день. Наше путешествие начинается... путешествие начинается с автобуса из Слонима в Минск, а затем поезда из Минска в Гомель. И так обратно. Предлагаю пропустить эту часть дороги и сразу окунуться в Минск. Путь занял 3,5 часа. В городе-герое была пересадка пару часов, поэтому у меня было время полюбоваться небольшой фотовыставкой на вокзале. Уже в 12 часов ночи меня ждал поезд Минск-Гомель. Ехала я плацкартом. Мне повезло, что в этот раз мне попались очень хорошие соседи, но ночь была холодной. Уже прямо в дороге вы сможете увидеть одну из достопримечательностей Гомеля – Гомельские Альпы. На западной окраине Гомеля расположены горы, образовавшиеся в результате деятельности химического завода. Состоят они преимущественно из фосфогипса, поэтому имеют белый цвет. Гомель встречает вокзалом и большой гостиницей-отелем с одноименным названием. На часах 7:34, самое время выпить кофе, и пока он готовится, я успела вытянуть лабубушку из автомата. 9:21 выдвигаемся к первой и самой масштабной локации – Гомельский дворцово-парковый ансамбль. На проспекте Ленина можно увидеть плитку, выложенную орнаментом, гербы, символы Гомеля, а еще вот такие постеры. Прямо перед парком находится главная площадь, на которую мы вернемся чуть позже. Перед нашими глазами уже красуется парк. Это памятник природы и архитектуры республиканского значения. Площадь парка составляет 34 гектара, а на его территории более 5000 деревьев, не считая многочисленное количество цветов. Создавался ансамбль в период с 1777 года до середины 19 века. Сейчас на территории более 20 мест и достопримечательностей, стоящих для посещения. Главная особенность – это огромное количество практически ручных белок. Парк разделен на несколько уровней, связанных мостами. Этот мост самый знаменитый, он пролегает над Лебяжьим прудиком. Его строительство было начато в устье реки Гомеюк. Именно на русле этой реки в месте впадания ее в Сож и были фасады древнего Гомеля. В парке находится большое количество лавочек для отдыха и небольших памятников, рассказывающих историю города и его жителей. Парк начал формироваться по проекту польского архитектора. Учитывая хорошо обыгранные рельефные особенности, парк относится к одному из самых лучших образцов паркостроения Беларуси XIX века. Сейчас территория облагорожена, а пешеходный мост, сделанный схематически как мост 1891 года, отлично вписывается в атмосферу. На пруду работает фонтан, который ярко переливается в лучах солнца. Только посмотри, это так сказочно. Скорее всего, тут раньше был какой-то что-то вроде водопада, но это не работает сейчас. На территории установлена резная беседка. Она отлично вписывается в ландшафтное решение. Опа! Ну красота же. Сердцем пруда считается красный каменный мост. На холме, охраняемым белками, красуется белоснежная ротонда. Рекомендую начать посещение исторических объектов с зимнего сада Румянцевых-Паскевичей. Создан он был из оранжереи в 1877 году по указанию князя Паскевича. Берите сразу единый билет, он стоит 15 рублей и включает в себя 3 места. В саду вы найдете не только растения, но и много рыб, пару кроликов и еще рыбы, еще рыбы. Коллекция состоит из 18 видов экзотических растений, а в сердце сада живет фонтан. Общая коллекция составляет 26 видов и свыше 600 растений. Ну, очень умиротворяюще. Следующая точка – обзорная башня. Вместе со смотровой площадкой и шпилем высота достигает 40 метров, а подъем по винтовой лестнице, зато вид открывается невероятный. Полный обзор парка, реки Сож и части города. Есть возможность прокатиться на пароме. Самая главная точка города – дворец Румянцевых-Паскевичей. Строительство закончилось в 1794 году.
Во второй половине 90-х годов дворец был полностью передан музею, а его коллекция постоянно обновляется. К примеру, в 2022 году музей пополнился почти на 700 предметов. Есть возможность заказать экскурсию или взять аудиогид. Я решила не снимать подробно все залы, потому что тогда вам неинтересно будет смотреть, лучше увидеть все своими глазами. Но самое интересное я вложила в это видео. Закончив обзор залов на первом этаже, можно подняться на второй, где есть еще 8 залов. Тут вы найдете останки и череп мамонта, которые найдены на территории Гомеля. Различные предметы военного и послевоенного времени. Также в сердце размещается обзорная площадка. Прямо у дворца есть сувенирная лавка. Скажу честно, выбор там вообще не очень. Я выбрала самое привлекательное, на мой взгляд. В парке также есть современные развлечения, аттракционы и море еды на разный вкус. Дети и взрослые останутся в восторге, это гарантированно. На территории есть даже комната страха и зеленый лабиринт, что бы это ни значило. В Гомеле живут талантливые люди, поют, играют на каждом углу. Рядом с дворцом мы видим Петропавловский собор и часовню-усыпальницу Паскевичей. Еще цветы, они повсюду в этом городе. Сейчас я иду по пешеходному мосту над Киевским спуском, который ведет на обзорную площадку и братскую могилу. Мне очень нравится этот маленький спуск. Набережная чистая, просторная, много лавочек, а рядом с Лебяжьим прудом вы сможете найти скульптуру «Прогулка с борзыми». На ней запечатлено, как князь Федор Паскевич прогуливается с собаками Марком и Лордом. Вдоль реки Сош установлены инсталляции, ночью смотрится хорошо, а днем не совсем понятно. Я решила пообедать в кафе под названием Папа Хуана. Очень красиво и спокойно. Чек 16 рублей, кофе плюс шаверма. Прям питерский вайб. А на этом моменте, кстати, за соседним столиком смеялась семья с моих съемок. Очень мило. Спасибо. У побережья есть спуски к воде, а во многих местах красуются кувшинки. Можно даже встретить любовные замочки. Через Сош есть мост, но он сейчас на реставрации. Еще одним памятником считается фонтан «Лодочник», созданный по мотивам основания города в честь первого гомельчанина. А сейчас я иду по тому самому Киевскому спуску, образованному небольшими речками от древнего озера Горелое болото. Пройдя прямо к улице Советской, можно увидеть и самые известные здания. Доходный дом купца Лейбы Маянца построен в 1894 году и является ярким примером стиля модерн. Не менее привлекательным является здание Русско-Азиатского банка. Это памятник архитектуры 20 века. Свернув за угол, можно увидеть музей истории печати и фотографии. Сам музей небольшой, имеет всего 2 зала, но достаточно экспонатов, чтобы залипнуть на минут так 20. Представлены разные виды фотоаппаратов: Зенит, Фотокор, Хит, Полароид, Аргус и другие. Большое количество фотоматериалов, книг и аксессуаров. Даже про братьев Люмьер не забыли. Для желающих есть небольшая фотозона. Кстати, музей поддерживают коллекционеры и фотографы не только из Гомеля, но и других городов и стран. География снимков и техники очень обширная. Могилев, Рига, Вильнюс, Барнаул, Одесса, Киев, Чернигов и другие. В 2017 году в честь 500-летия белорусского книгопечатания и столетия газеты «Гомельская правда» была открыта постоянная экспозиция «История печати Гомельщины», где собраны материалы по истории печатных СМИ и типографии Гомельской области за 100 лет. Как и обещала, мы возвращаемся к площади Ленина из начала ролика. Тут находится цветочная композиция над удобными лавочками. Ну, красота. Небольшой развлекательный центр и дом спорта. Не могу перестать смотреть на это. У торгового центра есть скромный фонтан. В центре площади красуется Гомельский областной драматический театр. Но почему-то везде надписи спектакля нет. А тем временем я иду на вокзал по проспекту Ленина. Тут можно встретить необычные инсталляции. Вот мне вот это, кстати, очень понравилось. Замысловатое кафе, много кафе, смешных мотоциклистов с ушками котика, брутальные вывески и цветочные зеркала.
А тем временем скорый поезд Гомель-Минск уже прибыл. Перед отправкой в конечный пункт, из которого и начинали наш путь, необходимо подкрепиться. Самая любимая кофейня в Беларуси у меня это Варка. В этот раз я заказала танец Матисса, а сестра какой-то мохито, малина, персик коктейль. Боже, мне очень нравится атмосфера Варки, умиротворяющая, спокойная и, немаловажно, эстетичная. А я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами была я, АННА. Всем пока!